что можно увидеть за 9 дней покатушек по Полесью в Беларуси. Это и даже это. Ну и много чего интересного. А что такое Полесье? Сколько бобров в Бобруйске и реально ли купить безопасную мягкую игрушку за 3 рубля? Как при этом не снимать жилье и умудряться работать? Реально ли это? Обо всем по порядку. С самого начала. А почему это нас с доброй утрой? Поехали куда-нибудь съездим. Ты чё, с ума сошла? А как же работа? С работой поехали. Удаленка. Что толку от этой удаленки, если сидеть на рабочем месте? В этот раз возьмем с собой эту удаленку. Вон ее сколько. И ну вот и посмотрим, как эта удаленка с работой мечты. Ну что ж, все упаковано в багажник, а часть в салон. Но потому что машинка-то маленькая. Как всегда, перед дорогой на заправку и в режим ожидания новых эмоций от поездки. Ну, интересная поездочка у нас будет. И в плане остановок, и в плане денег. Проверим, сколько можно вот так экономно пожить. Да, когда есть желание поездить на машине, но возможностей мало, да? Да. С деньгами любой сможет поездить. А ты попробуй без денег. А как это все будет на самом деле? Ты представляешь? Пока нет. Я тоже. Как это все будет? Короче, хотим совместить и отдых, и работу с собой взяли. И еще у нас запланированная тоже деловая поездка, тоже обследование целую неделю. Но это уже будет другая история. Вот. Полный багажник загрузили вещей. Что ты смеешься? Музыка поднимает настроение. Да. Интересно, успели мы даже переболеть? Успели. И выздороветь. И уже, да, почти выздороветь. Вот. Так что едем, день первый. Ну все, первая остановка у нас Кобрин. Кобрин считают даже маленьким Парижем, потому что однажды сюда приехал парижанин, и ему этот город напомнил его родину. Но до сих пор остается загадкой, почему Кобрин называется именно Кобрин. Пойдем посмотрим, что здесь есть. И начали мы обзор города с парковки у аквапарка. Да, здесь есть и такой. В одних из наших первых видео он у нас есть. Жесткие и строгие условия для съемок внутри аквапарка, поэтому если получится договориться с ними немножечко подснять, мы это сделаем. Итак, мы уже зашли в помещение, да, аквапарк, в здание. И Пожарник. Ну, у нас пошли первые траты в этой поездке. Туалет. Да, который находится, в общем, в центре города. Наверное, это правильно.
И это не снег. Это вон оттуда бомбежка идет. Поэтому в парке нужно быть аккуратным. Вот тут. Там еще одна полоса. И, по-моему, еще там. Короче, как-то так. Нашли мы квартирку нормальную. В общем, практически все есть. Магазин тут рядом, туалет, все, как сказать, благоустройство. Передайте привет. Все, спокойной ночи, день первый. Как же хорошо, что есть интернет, и особенно в незнакомом городе, где перекусить поблизости, гостиницы, хостелы, а также где можно переночевать. Находится сейчас все это очень легко, облегчая все путешествия. К чему я? У кого есть хороший сайт, тех проще найти. И, кстати, я занимаюсь SEO, помогаю сайтам привлекать клиентов и расти в поиске. Если вашему проекту нужен трафик и видимость, пожалуйста, обращайтесь, контакты в описании. Ну а теперь следующий день. Доброе утро и нас, что ли? Интересно. А бывает утро недоброе? Ну да ладно. А почему это нас с доброй утрой? А потому что кто-то еще дрыхнет. Кто у нас дрыхнет, а жизнь кипит. Вон наша квартира. А вот удобство. Все рядышком. Итак, мы присутствуем на подпольной фабрике по изготовлению дрип-пакетов. Дрип-пакеты. Спасение в дороге. Вот такое вот доброе утречко. В общем, мы рассудили так. Быть в Кобрине и не попробовать кобринского мороженого. Все равно, что не быть в Кобрине. Да. Видимо, тот француз, по легенде, который был здесь, оставил свои следы. Вот это вот Эйфелева башня. Наверное. Ну, городок такой уютный, компактный, классненько. Да, на самом деле все банально просто. Это малая архитектурная форма, которую поставили. Жек. Шек. Как-то так. В общем, мы едем дальше. У нас по плану Столинский район. Кстати говоря, полную серию про Кобрин смотрите чуть позже на нашем канале.
Ну, в общем, покинули мы уже Кобрин. Ну, хочется сказать, что такой обычный маленький городишко, но вот нам показалось вполне уютно. Да. А если приехать, то, ну, если в аквапарке покупаться еще, то стоит на 2 дня. Если просто погулять по нему, в принципе, дня хватит. Да, на дня. Плюс еще там для детей есть этот здоровый какой-то, как он, центр называется. Интересно, что в наши планы не входило вообще заезжать в город Иваново, но уже с первых минут мы уже поняли, что ошибались, потому что он, оказывается, такой большой, а мы его обычно по краю все время объезжали по объездной и не думали, что он тут на самом деле такой огромный. И, в общем, чем этот Иваново знаменит? Уже здесь проходит геодезическая дуга Струве. Русско-скандинавская дуга, которая создана для определения параметров планеты Земля, ее формы и размеров, протянулась на 2820 километров по территории 10 европейских стран. Вот она показана. И представляет собой уникальный памятник науки и техники. На территории Беларуси 31 пункт расположен, и в Ивановском районе целых 3. Вот это мы удачно заехали. Итак, это была первая, но не запланированная остановка. Мы весьма впечатлились тем, что увидели здесь, но поскольку времени было мало, мы решили здесь не задерживаться. Поставили себе цель приехать сюда для съемок снова. В общем, не путать этот город с городом Невест, который находится в Ивановской области России. Решили мы через Пинск поехать туда ниже. Да, на Столин. Сейчас у нас следующая остановка — это Столин. И что-то я вот еду и думаю, что как у нас будет все с работой получаться. Все время думаешь и думаешь. Не думай. Пусть другие думают. Мы не ищем легких путей, и для нас 100 километров это не крюк. Поэтому мы решили по приезду в Столин по-быстренькому сгонять в удивительную деревню. По некоторым данным, она такая уникальная и единственная на всю Беларусь. Поэтому мы рассудили посреди себя так, что это наш вариант. Дорога. Это дорога до деревни. Да чтоб я так жил в такой деревне, чтобы к моей деревне была такая дорога. А вообще. Пойдем, здесь, короче, должны делать очень интересные штуки, которые славятся практически на всю Беларусь. Они какие-то уникальные, из особой глины делаются. Это... Это же деревня, это мы.
И только потом мы смотрим график работы. Дом культуры работает до 7. Понедельник, вторник, выходной. Я тебя поздравляю, мы красавчики. А график работы центра гончарства до 7. Понеделок, ауторак, выходной. Я тебя поздравляю. Ну, короче, зачем мы сюда ехали? Пойдем покажу. Кажется, что я видел там что-то похожее, то, что здесь делают. Да, ну вот, примерно вот такие вот штуки литрового размера, по-моему. Вот такие вот. И вон они делают. А, вон они висят, наверное, сохнут. Вот там вот. Пойдем сюда. Вот здесь они. Вот такие вот штуки. В общем, про них пишут, что какая-то специальная эта глина. Причем на вес они такие вообще почти воздушные. Легкие? Угу. Очень вообще. Или вот это вот. Это чуть потяжелее, но в принципе она тоже очень легкая. Но это такая, видать, сырая еще, что ли. Вот. Короче, Не вот обожженная, такая. наверное. Вот такие вот. Довольствуясь тем, что мы такие молодцы, можем ездить по выходным дням, не читая графика, мы поспешили опять в Столин, так как нам нужно было встретить друзей, с которыми мы вместе уже искали место, где будем ночевать. Это был второй день. Это побочка второго дня. Мы просто дубль 2 делаем. Еще разочек. Правильно, я держу тут. Все. Так это был второй день нашей кругосветки по Беларуси. Вот так вот он заканчивается. В общем-то, что хочется сказать, это побочка. Мы вынуждены употребить это все дело. Сначала приготовить. Так вот оно приготовится. Вот. Так что всем спокойной ночи. В наших поездках хочется, чтобы все было под рукой, и не только в машине. Все и на всякий случай, как всегда. Но и не утяжеляло прогулки по городам. В таких поездках Ларису всегда выручает вязаная сумка. Легкая, удобная и вместительная. Да, кстати, я вяжу их сама. Если хотите такой же, пишите. Я свяжу под заказ. Больше информации по ссылке в описании. Ну, в общем, это важно для нас. А теперь продолжим. Солнышко выгнало с утра нас всех пораньше из палаток. Мы позавтракали на берегу водоема. Без кофе никак, конечно. Кофе берем в дорогу только молотый. Вот так вот делается дрип-пакет. Вот так вот. Раз. Два. Оп. И все. В общем, мы рассудили так. Вчера выезд за деревню был холостым. Надо повторить. Ну, надо так надо. В этот раз повезло чуть больше. Узнали, что такое мамзельки. Оказывается, это глиняный горшочек, только объемом чаще всего 0,5 литра или 1 литр. Делается из специальной глины, собственно, чем и славится эта деревня по всей Беларуси. Увидели, с чего начинается утюг. Мне ровненько становится. Это утюг. Это прародитель утюга. Тесто раскатывать надо. Сюда наматывали, нет, сюда наматывали дёрку. Ну, не так, конечно, я не знаю. Вот так. И пошли вот так. И все, и шо утюг, шо это. И чуть ближе познакомились вообще с деревенским бытом. По пути перекусили в домике в лесу и опять приехали в Столин. У нас был еще план по поиску диковинных валунов, которые были найдены при прокладке водопровода на территории парка Радзивиллов.
Говорят, вроде на несколько из них общедоступны и содержат непонятные надписи. Но может нам непонятно, а ученые вроде с этим пытаются разобраться. И вроде как этим надписям не менее 900 лет. Ощущение, что мы накануне грандиозной находки. Ну а что в итоге? Получается, облазили весь парк Маньковичи. Накормили с собой комаров, которые здесь бешеные. Нашли вот такое вот. Красивое дерево, большое, размашистое. Да. Но валунов никаких нет. Один единственный. Один камень, где надпись, что аллея здесь посажена. И все. Ну, в общем, как-то так. Видимо, информация, которая находится в сети интернет и, казалось бы, вроде на проверенных сайтах, не всегда достоверна. Вот. Ну и мы еще поспрашивали У местных жителей. Они сказали, никогда не слышали и не видели валунов здесь. Ну, в общем, как-то так. Продолжаем нашу поездку. Уже собираясь выходить из парка, решили посмотреть какие-то еще камни. Тропинки особо к ним не было, указателей тоже. На них, очевидно, какие-то надписи, но кажется, что они вполне понятные, и причем, как кажется, на польском языке. Одним словом, в парке Маньковичи в Столине мы ничего не нашли из того, что хотели изначально. Кстати, у нас на канале есть видео про поездку в Столин. Потратив на поиски много времени, ближе к вечеру отправились на ночлег к друзьям, которые живут недалеко от Столина. Доброе утро. Очередной день. Да, мы остановились у наших друзей. История на самом деле начиналась банально просто, как всегда. Собственно, все началось с того, что раз мы рядом проезжаем, может быть, заедете к нам на ужин. А потом наши друзья уговорили нас остаться. Хотя мы, честно говоря, предлагали. Мы даже спрашивали, можно ли у них остаться в палатках. И они нам даже сказали, что вроде бы и место есть тут. Вон. И вон тут есть место. И вон тут вот есть место. Место есть для целого палаточного лагеря. Но в итоге все закончилось. Как закончилось? Мы покушали и легли спать. В доме. Игорь, Вика, если вы нас смотрите, мы вам передаем огромный привет. Мы вас очень любим. Вы красавчики. И, собственно, у нас получилось, как в той присказке. Скажите, пожалуйста, а у вас есть попить? А то так есть хочется, что переночевать негде. Как-то так. Ну, в общем, у нас сегодня начало очередного нашего дня, поэтому и есть определенные планы. Пожалуй, поедем? В общем, вчера мы были на поисках вот этого камня с неизвестными надписями. И как оказалось, ну, мы его нашли, конечно, да, в итоге. Но заключительный кадр мы не сделали. Поэтому хочется коротко пояснить, что, видимо, этот камень подразумевалось, что он будет как какая-то такая скрытая достопримечательность, потому что найти его не очень просто. Мы опросили вчера, человек 5 мы встретили в этом парке Маньковичи, спросили об этих валунах с неизвестными надписями. Ну и оказывается, что мало кто знает об этом. Кто-то говорит, вообще, мы тут каждый день гуляем, ничего подобного не видим. В общем, особых каких-то тропинок к этому камню
мы не увидели. Ну, там, в принципе, нету там вот этих тротуарных дорожек или еще чего-то. Там есть какая-то такая небольшая тропиночка, где тебя подстерегает куча комаров. Потому что даже когда солнце, в такой тенечек заходишь, и все, и они тебя просто там облепляют. Но мы это сделали. Правда, не знаем, тот ли это камень, те ли эти надписи. Ну, как всегда, мы едем дальше. Сейчас мы едем, хотим посмотреть усадебно, как правильно, усадебно-парковый комплекс Олеший.